При подготовке документов на грин-карту EB-1 люди сталкиваются с таким критерием, как высокая зарплата, высокий доход по сравнению с другими людьми в отрасли. Что же это за доход? Что считается высоким? Сегодня поможет разобраться лицензированный юрист Татьяна Арестова. Добрый день, Татьяна. Добрый день, здравствуйте. Татьяна, давайте разбираться, что же такое зарплата или доход выше, чем у других в отрасли, как его доказать и что вообще USCIS имеет в виду под этим критерием? Да, с удовольствием поясню. Итак, важно помнить, что данный критерий, так же как и все остальные критерии по EB1, служат одной единственной цели. Они служат цели доказать, что данный заявитель является одним из немногих на вершине своей области, что данный человек действительно является выдающимся специалистом. Поэтому к этой точке должны сводиться все доказательства и все рассуждения по поводу зарплаты, компенсации и других источников дохода, которые подтверждают именно выдающийся статус данного заявителя. Именно такой должна быть зарплата. У нас задают вопросы под нашими видео и, в частности, спрашивают, зарплата должна быть высокой в Америке или в своей стране? Если человек приехал в Америку, он только начинает, получать зарплаты и идет по этой лестнице, а добился каких-то результатов у себя в стране, то вот что нужно показать? Да, очень интересная постановка вопроса. Значит, дело в том, что на тот момент, когда человек работал в своей стране и получил какие-то серьезные достижения, имел какие-то заслуги и прочее, вот в этот момент он может показать, что вот тогда у него зарплата была высокой. Мне кажется, что в вашем вопросе на самом деле кроется два. Значит, первый вопрос связан с тем, вот если у человека была высокая зарплата в его стране, а он как бы с нуля начинает в Америке, не будет ли это использовано против него? Значит, как правило, такой практики нет. Раньше у нас, например, даже и не задавалось такого вопроса, то есть человек мог вопрос о зарплате, которую он сейчас получает в Америке, в принципе, в своей петиции не поднимать. Но сейчас у нас в определенных формах, например, в формах на adjustment of status, такие вопросы задаются. И вообще нынешняя президентская администрация уделяет очень большое внимание именно материальной стороне дела. Поэтому, хотя таких случаев еще не было, я не исключаю, что нынешняя президентская администрация может зайти вот с такого вот угла, с которого зашли сейчас вы, и задать примерно вот такой же вопрос. Вот хорошо, ваша зарплата в вашей родной стране, пусть даже и была высокой, но вот как же так, что здесь вы получаете так мало? Нужно готовить какие-то обоснования на эту тему, но в общем и целом, если мы вернемся к этому критерию, по policy manual, то есть руководству иммиграционная служба должна смотреть на зарплату по стране и связывать компенсацию человека, сравнивать ее с зарплатами других именно peers, то есть людей, которые находятся в равной позиции, вашей ровне, ваших профессиональных коллег, а не с зарплатой кого-то, кто находится совершенно в другом социальном кругу, например, с минимальной зарплатой, нет смысла сравнивать свой доход. То есть очень важно показать сравнение вашей зарплаты с людьми, находящимися, в общем-то, очень близком к вам профессиональном положении именно в вашей стране, и показать, что ваш доход вот в этой ситуации был достаточно высокий. Однако вот буквально несколько дней назад пришла девушка с request for evidence, с запросом на дополнительную информацию, на консультацию, не мы подавали кейс, но тем не менее ей был задан вот такой вопрос, что да, конечно, в вашей стране у вас, возможно, и была высокая зарплата, но если мы посмотрим на всю индустрию целиком, то все-таки зарплата ваша не очень высока. Значит, я считаю, что в данном случае офицер неправильно подходит к рассмотрению данного вопроса и, как говорится, передергивает. Однако мы можем видеть, что вот такая практика правоприменения существует. И даже если стратегия при ответе на этот запрос будет выбрана такая, что вы, дорогой офицер, неправильно рассматриваете данный критерий, все равно некий такой осадочек от может быть, не очень высокого дохода в рамках индустрии целиком остается. Особенно если человек работает в какой-то индустрии, в которой традиционно зарплаты высокие. Например, финансовая индустрия. IT, в принципе, тоже индустрия, в которой зарплаты традиционно высокие. Если мы говорим о спорте, то в спорте может быть
более редко встречаются такие стабильно высокие доходы. Бывают, конечно, супербогатые спортсмены, да, но, тем не менее, это более подвержено флуктуациям вот, в спортивной, например, области, чем в каких-то стабильных профессиональных областях. Вот, поэтому, опять же, все это принимается во внимание, рассматривается офицером, и задача вашего адвоката убедить иммиграционную службу, что в рамках вашей отрасли как таковой ваш доход является высоким. Естественно, что опираться стоит для начала на вашу страну целиком, но если вы даже приведете какие-то данные из других стран, которые тоже подтверждают теорию о том, что все-таки это высокий доход, то есть данные по отрасли в мире, то этот аргумент будет более с вашей стороны убедительным. Скажите, пожалуйста, а вот высокий доход, что же это означает? Высокая зарплата, высокое вознаграждение по сравнению с другим. Есть какая-то цифра или какой-то показатель, какие-то границы, рамки? Что значит высокий доход? Эта оценка всегда очень субъективна, но стоит помнить о том, что в законе написано, в интерпретациях закона написано, что доход должен быть much higher, то есть намного выше. Что значит много? Ну, вот это такое очень абстрактное понятие, как вот дети иногда говорят маленькие, сколько у тебя конфет? Много. Вот примерно так же и нам стоит подходить к этому вопросу, сколько мы можем показать на основе нашей статистики, столько и будет. То есть цифра дохода у заявителя, как правило, уже зафиксирована, и это вопрос статистической интерпретации. То есть важно взглянуть на доходы других людей, на источники информации об этих доходах. Возможно, доходы, как я уже сказала, не ограничились вашей страной, а посмотреть на другие какие-то страны тоже и показать, что вот опять же данный доход, он здорово больше, much higher, сильно больше. Вот. Если он больше в 2 раза, ну это замечательно. Если он больше на 50%, я считаю, что это much higher. Дальше, если мы идем вниз, вот здесь уже офицер может согласиться или не согласиться. Но, опять же, здесь очень важно показывать количественную составляющую. Дело в том, что вот этот вот путь наверх к более высокому доходу, он может быть более крутым или менее крутым. То есть, скажем так, если мы показываем, что очень-очень мало народу в принципе получают такую зарплату, а чтобы подняться еще на 5%, то количество, так сказать, возможных кандидатов вообще сократится до нуля практически. Вот здесь вот мы можем показать угол наклона этой кривой таким образом, что мы показываем, что вот вы взобрались уже на такую высокую вершину, что это much high просто потому, что там дальше уже и ступенек практически нету вот в этой лестнице дохода. То есть важно дать статистику не только по цифрам, но и по количеству тех людей, которые получают компенсацию, и показать, что вы фактически находитесь на вершине. Не случайно иммиграционный закон использует вот такие просто альпинистские термины, как вершина области. И вот нам важно показать, что вот в терминах именно графика доходов вы находитесь вот на вершине или очень близко к ней. Вот вы говорили про статистику. Это именно должны быть статистические какие-то данные или какие-то исследования? Где вообще можно взять эти цифры и какие источники подходят для ЮСС, чтобы сравнить зарплаты? Давайте опять разобьем ваш вопрос на 2. Дело в том, что первая часть вашего вопроса касается источника информации. То есть информацию можно брать из разных источников. Важно, чтобы они были, что называется, credible, то есть заслуживающими доверия. Статистическая информация, опубликованная официальными источниками, как в вашей стране, так и какими-то международными источниками. Дальше можно опираться на статистику всяких агентств, которые занимаются трудоустройством, возможно, что-то публикуют данные по зарплате. Можно даже опираться на какие-то журналистские исследования. То есть все, что содержит в себе заслуживающую доверия информацию, безусловно, можно использовать. Вот, а вторая часть вашего вопроса относится к методам анализа этой информации. И вот анализировать эту информацию нужно с помощью именно статистических методов, естественно, апробированных и утвержденных в практике. Не стоит изобретать какие-то новые формулы, но стоит приложить грамотный анализ, который анализирует
данные вот именно с той точки зрения, которую я описала, не только цифры, то есть уровень вот этих вот ступенчик зарплаты, но и угол наклона. Как трудно перейти с одной градации на другую, насколько вы действительно уже достигли вершины успеха. Вот это все в итоге сводится к этому моменту. Насколько ваш уровень, ваша зарплата, ваша компенсация подтверждают ваше положение как выдающегося эксперта в вашей области. Если зарплаты этого не подтверждают, есть другие критерии. Но тем не менее, если вам есть чем гордиться в этом отношении, стоит максимум информации предоставить. Я хочу напомнить, что это видео является информационным, образовательным. Оно не является юридическим советом. Если вы готовите визы, грин-карты или только планируете этим заниматься, то обязательно обратитесь к лицензированному специалисту. Контакты Татьяны Арестовой здесь внизу в описании. У Татьяны лицензия в 2 штатах, лицензия с 2000 года, больше 25 лет опыт работы. И моя компания Visa Now, мы помогаем со сбором и организацией документов на визы, грин-карты, тоже будем рады помочь. Подпишитесь на наш канал, если вам интересно это видео, и если у вас есть какие-то вопросы, то задавайте, не стесняйтесь. Задавайте здесь в ролике, переходите к нам в Telegram, там спрашивайте. Мы с удовольствием или ответим, или раскроем ваши вопросы в следующих видео. Все, что касается рабочей иммиграции, грин-карты B1, B2, B3, виз O1, все, что касается переездов в Америку, подготовки документов на грин-карты, будем рады быть полезными для вас. Возвращаясь к критерию высокий доход для грин-карты и B1, очень важно людям понимать, как это оформить, как это доказать. Кто-то фрилансер, кто-то по-разному работает, кто-то, да, по контракту. Вот какие есть, может быть, формальные требования или рекомендации к оформлению данного критерия? Да, дело в том, что иммиграционная служба действительно очень формально подходит к доказательствам данного критерия и все время спрашивает достаточно настойчиво. У заявителей просят предоставить документы, напоминающие привычные американским чиновникам финансовые документы. А в Соединенных Штатах, как вы знаете, существует практика подачи налоговых деклараций по итогам года. Я знаю, что эта практика не принята универсально во всех странах. Многие страны не требуют от граждан подачи таких налоговых деклараций. Американским чиновникам очень трудно это понять. Значит, другие документы, подтверждающие доход официальным образом, доход, заявленный в налоговые органы, безусловно, такие документы стоит предоставить. Также можно предоставить письмо от работодателя, можно предоставить контракты, где указаны суммы, можно предоставить даже банковские выписки с переводами, например, если у вас есть письмо от организации, показывающее, что вот вы работали, зарабатывали определенную сумму, и вы еще прилагаете к этому выписку из банка, где видно, что отправителем платежа является эта компания, и платеж по сумме соответствует тому, что указано в письме. Тогда вот эти вот два кусочка доказательств складываются вместе и формируют целостную картину. Иногда компании даже давали мне доказательство перевода средств в пенсионный фонд, потому что фактически это вот было доказательством зарплаты, и прилагали нормативку о том, что вот определенный процент туда переводится, следовательно, из суммы перевода в пенсионный фонд дедуктивным путем мы можем вывести, что зарплата была действительно вот такая. Значит, всякие вторичные документы уже в зависимости от бюрократической ситуации в вашей стране, все, что вы можете предоставить, подтверждающее получение дохода, нужно предоставлять. Такой вопрос часто задают. Что если человек предприниматель и владеет акциями своей компании? И вторая часть этого вопроса. Человек наемный сотрудник в компании, где у него опцион, то есть тоже часть акций компании. Как-то можно применить эти акции к критерию о доходе? Да, безусловно, акции должны быть оценены, то есть должна быть предоставлена оценка стоимости этих акций. Если вы аргументированно показываете, что, например, ваши акции увеличились в стоимости, или, например, ваш опцион стоит определенную сумму, вот это все тоже нужно документировать. Если компания торгуется на бирже, понятно, этот вопрос легко решается. Если это частная компания, то стоит брать экспертное письмо у тех, кто может произвести оценку данных опционов или акций,
и, опять же, показать стоимость данных активов. Да, такие активы можно включать в компенсацию. Помогают ли рекомендательные письма в доказательстве данного критерия и требуются ли рекомендательные письма, и какие есть рекомендации, прошу прощения за тавтологию, по поводу рекомендательных писем? Да, безусловно, рекомендации по поводу рекомендательных писем есть, и их стоит давать. Очень важно подумать о том, чтобы нанять профессионального эксперта, экономиста, специалиста по конкретно экономике вашей страны, если вы даете доход из вашей страны. Или если вы работаете в Соединенных Штатах, специалиста по ситуации в Соединенных Штатах, которые подтвердят, аргументировав, что данная зарплата действительно является высокой и действительно отражает вашу позицию, вашу ситуацию как выдающегося специалиста в вашей области. И даже, например, вот если вы получаете какие-то опционы, какие-то акции, возможно, вам досталось больше, возможно, вам дали не 1%, а 2%. Вот это вот может служить доказательством вашего особого статуса в вашей области. Поэтому, опять же, все, что выгодно отличает вас от других именно в плане материальной компенсации, настолько, что это подтверждает ваш выдающийся уровень, безусловно, такие документы стоит предоставлять, и письма с подтверждением этого тоже стоит давать. То есть стоит давать и оценку ситуации экономической и значимости вашей компенсации, и, возможно, письма от ваших коллег, которые подтверждают разные аспекты вашего дела, но в том числе и вопрос компенсации, который подтверждает, что вот действительно это необычно высокая компенсация, она отражает ваш высокий профессиональный уровень. Люди обычно развиваются в своей карьере, и зарплата тоже иногда бывает разная. Как выбрать, какой период времени можно или следует выбрать за предыдущие годы? Нужно это показать за все, там, не знаю, последние 10 лет или выбрать какой-то отдельный период, квартал? Можете прокомментировать по поводу периода времени? Ну, период времени, безусловно, стоит выбирать тот, в который ваш доход был высоким или максимально высоким. Однако, если, например, вы выбираете какой-то очень крохотный период времени и больше никакие периоды времени вы не можете или не могли похвастаться высоким доходом, это тоже может вызывать вопросы у миграционного офицера, поэтому если вы можете показать более-менее устойчивую тенденцию к высокой компенсации, которая подтверждает, опять же, ваши выдающиеся способности, то, безусловно, стоит это сделать, обратить внимание на разные периоды своей биографии, в которые вы высокую компенсацию получаете. А стоит ли объединять или показывать несколько разных эпизодов в жизни, если, допустим, на разных работах в разные годы показал высокую зарплату, или достаточно один раз? Я думаю, что экономить тут не стоит. Безусловно, стоит светить те периоды времени, когда вы, опять же, с помощью высокой компенсации можете подтвердить ваш выдающийся профессиональный уровень, описать тщательно каждый из этих периодов, но важно помнить, что компенсация должна быть именно за вашу профессиональную деятельность. То есть, например, если вы банкир, еще немножко пишете стихи, то ваш доход должен быть именно за стихи, а вот то, что вы получаете в вашей банковской деятельности, вот это уже не относится к области ваших поэтических талантов, и поэтому использовано быть не может. Вот это, кстати, очень интересное замечание. А что если зарплата у человека по его профессиональной деятельности, ну, допустим, небольшая, но есть вот гонорары за книги какие-то, он получает престижные премии денежные, гранты, может быть, инвестиции получает. Вот это все тоже можно включить в доход и объединить как-то? Безусловно, если все это относится к той области, в которой человек действительно работает, и в которой человек претендует на звание лица с выдающимися способностями. Если все это происходит от вашей профессиональной деятельности в вашей области, то, безусловно, можно объединить в единое целое доход от разных источников, претендовать на удовлетворение этого критерия с помощью этого дохода. По вашей практике есть какие-то, может быть, официальные планки, вот что человек, например, в IT, вот IT в Украине, если человек разработчик, iOS-разработчик, средняя зарплата в отрасли $5000, вот есть какой-то официальный уровень, какой уровень зарплаты подходит для данного заявителя? Должно быть это 8-10 тысяч или 20 тысяч? Есть ли какие-то планки? Дело в том, что американское иммиграционное право, оно вообще не про планки, оно очень
редко выдает какие-то абсолютные цифры, которые, вот, возможно, сделали бы жизнь заявителей проще, но вот такого нет. Обычно иммиграционное право, так же, как и другие области права в Америке, формулирует требования в достаточно таких абстрактных терминах. То есть в данном случае доход замыкается как бы на доход других людей в вашей области. Вы должны взять статистику, показать, во-первых, кто является вашей референтной группой. Далее вы должны показать, что ваш доход значительно выше, чем в данной референтной группе. И вот здесь вот каждое слово имеет значение. Очень важно, чтобы ваш адвокат или эксперт, которого вы привлекаете, или оба они, отнеслись внимательно к каждому слову и показали, почему ваш доход является именно значительно более высоким и почему это подходящая референтная группа. И далее не забываем, что у нас помимо критериев есть такое требование, как Final Merits Determination, в котором вы должны показать, что вы являетесь одним из лучших специалистов вашей области. И здесь вот очень важно, опять же, в рамках дохода не замыкаться только на вашей стране, а посмотреть на отрасль в целом. Не надо смотреть только на Соединенные Штаты или другие богатые европейские страны, а посмотреть на область или отрасль целиком и понять, насколько этот доход может квалифицироваться как высокий по отрасли. И вот это все заключение должно быть грамотно представлено для иммиграционного офицера, чтобы, опять же, убедить его, что не только в рамках вашей страны вы закрываете этот критерий, но и закрываете его и в целях Final Merits Determination, то есть по отрасли ваш доход тоже можно определять как высокий в рамках вашей референтной группы. По вашей практике, какие ошибки чаще всего делают заявители, когда пытаются доказать данный критерий, и что бы вы рекомендовали делать и не делать при подготовке данного? Но основной ошибкой является недоказательность данного критерия. То есть если человек практически ничего не предоставляет, если человек собирает доказательств не собирает, а просто делает какие-то голословные утверждения. Например, либо просто пишет от себя, что вот получал я много денег, либо, в лучшем случае берет какую-то справочку, где указана абсолютная просто сумма, там 5 тысяч, 10 тысяч, и все, и догадайся, мол, сама, говорит он офицеру. Вот это неправильно, поскольку офицер догадываться не будет и просто напишет вам запрос на дополнительную информацию, в котором будет написано, что вы не показали, что этот доход является высоким. И вот здесь вот самое время уже, как я уже сказала, либо обратиться к специалисту, либо вспомнить курс статистики, который вы, наверное, где-то проходили, и заняться аргументированным статистическим анализом того, как и почему ваш доход действительно является значительно более высоким, и почему данный доход доказывает, что вы являетесь одним из лучших специалистов в своей области. Поэтому, безусловно, отнестись к этому критерию стоит внимательно и собрать все доказательства, которые подтверждают, что вот действительно доход высокий и по сравнению с чем. Вот это очень важно. У меня последний вопрос. Видите ли вы изменения по отношению к данному критерию с приходом новой администрации Трампа? Если да, то в чем они? На сегодняшний момент администрация Трампа меньше года, как это неудивительно, еще только находится в Белом доме, уже столько всего произошло. И тем не менее, вот по отношению именно к этому критерию, как я уже упоминала, вот мы стали замечать тенденцию, связанную с тем, что больше обращается внимание на отрасль целиком, и хуже проходит утверждение о том, что заявитель имел высокий доход в рамках своей страны, и этого достаточно. Вот как-то офицерам это перестало быть достаточно, поэтому, опять же, вот мы сейчас рекомендуем обратить внимание не только на доход, на сравнение вашего дохода с доходом других специалистов в вашей области, в вашей стране, но и посмотреть на отрасль целиком, поскольку мир, в общем-то, становится более таким открытым и гибким, люди перемещаются из страны в страну,
Но, очевидно, какая-то такая подоплека в вопросах офицера возникает, что если вот вы работаете в какой-то стране, где у вас низкий уровень дохода, то, возможно, вы могли бы куда-то еще переехать. Вот. Ну, собственно, аргумент о том, что вот мы пытаемся в Америку-то как раз и переехать, в данном случае не очень работает, поэтому, опять же, стоит посмотреть на другие страны, посмотреть на отрасль целиком и показать, что все-таки по отрасли доход ваш был высокий. Спасибо вам большое. Спасибо, что помогаете разобраться в огромном количестве вопросов, связанными с визами, грин-картами. Я прекрасно знаю, что иммиграционная система в Америке не предназначена для того, чтобы люди сами с ней разбирались. И поэтому особенно ценно то, что вы делитесь своим опытом, своими знаниями с нашими зрителями и слушателями. Спасибо вам, спасибо за обращение. Спасибо. Пусть все ваши визы будут одобрены. Пока.